Почти все мужчины продолжают совершать одну и ту же фатальную ошибку. Бывшая девушка зашла на страничку, поставила лайк, твое сердечко ёкнуло и заколотилось сильнее. Ну а если ты получил от нее сообщение «Как дела? Я соскучилась», то все, тучи на небе моментально расходятся, в твоей душе наступает хорошая погода с солнышком, радугой и зайчиками на лугу. Как правило, это происходит в первые 2 месяца. Ты отвечаешь, что все хорошо и что тоже скучал. Это первая категория мужчин. А вторая отвечает сухо, пытаясь изобразить некоторую обиду. Но все же очень аккуратно подбирает слова и вкратчиво предлагаешь встретиться, чтобы ни в коем случае не спугнуть и сохранить лицо. То есть мужчина пытается доминировать, при этом нуждаясь. Уже не со стыковочки. Бывшая девушка соглашается и говорит, что будет свободна в эту пятницу в 6 часов. Всю неделю ты окрыленный, жизнь заиграла новыми красками, даже аппетит проснулся. И вот на встрече, на которую она, кстати, опоздала, ты замечаешь, что бывшая девушка с тобой общается, да, дружелюбно, мило. Она тебе улыбается, вы вспоминаете те моменты, которые прожили вместе, будучи в отношениях. Но вот нет тех же эмоций, что у тебя. Ты этого не ощущаешь. Она скорее с тобой общается как с другом, старым приятелем, с которым давно не виделась. Как будто ты пришел в банк брать кредит, где сотрудник-менеджер ласково и с улыбкой говорит, где нужно тебе поставить подписи. Но ведь ты понимаешь, что это искусственное дружелюбие, и что после подписания этих бумаг твое место займет другой. Так же и здесь. То есть вот эту настоящую теплоту и близость от бывшей девушки ты не ощущаешь. Да, на лице у нее радость от встречи, но от поцелуя твоего она увернулась, а в конце, когда ты намекнул на следующую встречу, сказала, что на этой неделе завал на работе, что сама тебе напишет. То есть, что мужчина ожидает от этой встречи? Бурное воссоединение, страстное, а получает формальное дружелюбие. Ну разве этого ты ожидал? И здесь у мужчины, конечно же, в голове диссонанс. То есть бывшая девушка сама написала, сказала, что соскучилась, согласилась на встречу, а по итогу меня просто послали. Почему так происходит? А потому что она и не хотела возвращаться. Ты очень быстро подкрепил свою нуждаемость на ее капелюшечку действий, которые, если задуматься, вообще несоразмерны ее проступку, когда она ранее показала свою несостоятельность в отношениях и ушла. И подсознательно она это понимает. То есть она затратила минимум усилий, лайк, смс-ка в 1-2 слова, для того, чтобы получить максимум понимания того, что ты все еще марионетка в ее власти. А ведь только глупец будет затрачивать больше усилий, чем того требует ситуация. И зачем ей прилагать больше усилий, чем это самое одно СМС, на которое ты с большой долей вероятностью ответишь? Давай подумаем, как на самом деле ты должен к этому относиться, в том числе и для настоящего, реального раскаяния с ее стороны. Например, просто поставив лайк, она считает, что этого достаточно для того, чтобы не просто вернуться самой, когда она сочтет нужным, а чтобы ты сам занялся этой процедурой. Ты понимаешь, за кого она тебя воспринимает? Она считает тебя слабовольным, бесхребетным мужчиной, который не уважает и не ценит себя в первую очередь. А на встречу согласилась, чтобы потешить свою ЧСВ и купировать чувство вины, которое начало появляться после того, как ты затих. И все, она спокойна. Также страница бывшей девушки в соцсетях, где она выкладывает фотографии, статусы, песни. И наивный мужчина, мониторя все это, конечно же, предается ностальгии. Он ищет в треке слова, которые, возможно, адресованы ему. На фотографии знакомые места
где они гуляли вместе. Но если эту фотографию делал ты, то сердечко ёкает еще сильнее. Тут мужчины абсолютно так же часто срываются. Давайте здесь зададим вопрос. Могут ли все эти посты быть связаны с тобой и быть неким завуалированным посланием тебе? Да, конечно, могут. Но не в том смысле, в котором нужно и который ты бы хотел. На практике, в жизни, здесь вообще парадокс. Очень интересное наблюдение. При успешном выходе из игнора у бывшей девушки на странице как раз таки наоборот. Счастливые фотографии. Жизнь кипит и бьет ключом. Причем это нетипичное для нее поведение. А потом бамс, и девушка неожиданно поджидает у подъезда с ярким, настойчивым желанием поговорить. Мужчина ошарашен, он понимает, что это работает, и в этом есть закономерность. Сюда же отнесем прямые сообщения. Как дела? Я соскучилась. Поздравления с Новым годом, с днем рождения. Мужчины особенно радуются этому. Ведь это не просто лайк. Это не просто просмотр сторис. А целых 2 слова, адресованные лично мне. Да, это следствие, что процесс запущен. Ностальгия работает. Плохое со временем забывается, а хорошее вспоминается чаще и начинает доминировать в мыслях. В какой-то из дней бывшей девушке просто стало грустно. Возможно, ее кинул другой мужчина. Возможно, посмотрела какой-то грустный романтический фильм. Случайно наткнулась на вашу совместную фотографию. Вот и все. Эти ее сообщения абсолютно также не имеют ничего серьезного. И относиться к этому стоит соответственно. Но главный вопрос. Если все эти сигналы от девушки – это глупости, и в них нет никакого настоящего переосмысления, раскаяния, то что тогда является этим подтверждением? Во-первых, для того, чтобы понимать, что бывшая девушка реально хочет вернуться, нужно всегда держать в голове 2 фактора. Это время и действие. Время. Нужно понимать, что бывшая девушка должна пройти необходимые эмоциональные стадии для того, чтобы этот механизм включился. Никто через 2 недели по-настоящему обратно проситься не будет. Исходя из практики, реальный режим потери тебя у девушки наступает в период от 2 до 8 месяцев. Конечно, это все зависит индивидуально от того, насколько сильно ты и продолжительно ты нуждался, бегал за ней, а также зависит от правильности наших действий непосредственно в период игнора или дистанцирования, смотря какой из них мы применяем. Но раньше 2-3 месяцев рассчитывать на какое-то переосмысление не стоит. Это что касается сроков. Второе, обязательно должно быть действие. И это действие должно учитывать соразмерность усилий. Это ключевая мысль. То есть, что я хочу сказать? Например, смс-ка или лайк под фотографией. Это действие? Ну да, действие. Для мужчины, который находится в выжидающей позиции, этого достаточно. Но тут важно мыслить разумно. И именно поэтому я всегда первым шагом рекомендую занижать значимость. Это залог успеха и быстрого выздоровления от зависимости. И сравниваем это действие в виде лайка под твоим фото с действием. Например, бывшая девушка поджидает тебя у подъезда, выслеживает с попытками поговорить. Это тоже действие. Но его уже можно расценить как необходимое усилие с ее стороны, соразмерное усилие с ее стороны, которое достойно нашего внимания, опять же, если тебе это необходимо и нужно. Опять же напоминаю, после первого СМС срываться не стоит. Сообщение как минимум должно содержать четкий, понятный посыл. Не что-то абстрактное, типа «как дела?», а слова раскаяния и настоятельная просьба встретиться, поговорить, обсудить. Таких СМС желательно подождать, как минимум 2, желательно 3 в течение непродолжительного времени. Например, в понедельник она пишет первый СМС,
там в среду еще одно, да, здесь уже смотришь сам. Ну и в пятницу или в субботу еще одно. То есть диапазон времени между данными сообщениями должен быть небольшой. То есть если после первого сообщения прошло 2 месяца, то и хорошо, что мы не ответили. То есть она еще не готова к выходу. Да, это было просто сиюминутное желание, порыв, стало грустно. То есть мы таким способом перестраховываемся. У многих может возникнуть вопрос, а вот это чувство потери, которое зарождается у бывшей девушки со временем, может ли оно не наступить? Может ли она его не испытать вовсе? Нет. Любые, я повторяю, любые отношения всегда оставляют свой эмоциональный след. Особенно продолжительные. Особенно, если ты реально хорошо к ней относился, делал все, а не таскал за волосы. Да? И при всем этом она просто ушла, потому что пропали чувства, и ты не развиваешься, то выход на связь – это вопрос времени. Проверено неоднократно. Но задумайся, женщина, которая хоть раз показала свою несостоятельность для отношений, неспособность к ним, достойна ли она второго шанса? Здесь уже выбор за тобой.